Всем добрый день! Добро пожаловать на мой канал. Я с радостью хочу вас поприветствовать на моем канале. И сегодня мы будем смотреть, что происходит в наших отношениях. Такова тема сегодняшнего расклада. Сначала мы посмотрим, какой мужчина к нам пришел. Загадайте, пожалуйста, своего мужчину. Можете вспомнить его парфюм, какие-то черты лица, вашу последнюю встречу. Расслабьтесь и приятного вам просмотра. Так какой к нам сегодня пришел мужчина? Интересно. Ох, мужчина пришел, скорее всего, тот, с которым у вас сейчас идут разбирательства. Ну, сам по себе, конечно, он себя считает справедливым, либо на данный период времени он сейчас получает удары от судьбы. Очень сложный характер, но он на данный период времени очень зол. Не знаю, по отношению к вам либо нет, но на данный период времени, как говорится, за что боролся, на то и напоролся. Но здесь я увидела то, что последняя карта на колоде идет десятка пентаклей. Возможно, то, что это ваш супруг, такого не исключаю, либо тот человек, с кем вы состояли в довольно-таки серьезных отношениях, с которым, как я поняла, произошел разрыв. Либо вы можете с этим молодым человеком на данный период времени судиться, но я вам скажу то, что он сейчас может, либо он может работать в каких-то государственных структурах. Человек нерешительный. Ну, это мы дальше посмотрим. Так, что еще скажут нам карты? Ой, человек сам по себе, он отшельник. Конечно, я так понимаю, то, что в его жизненной ситуации произошел либо болезненный разрыв, либо какая-то ситуация его очень сильно затронула, что по итогу пришлось ему закрыться. И на данный период времени он себя ощущает таким отшельником. Причем, я вам скажу, себя считает то, что опытным мужчиной, у которого, скорее всего, были отношения, при которых сердце ему разбили. Ну, соответственно, еще могу добавить то, что, скорее всего, было у вас любовный треугольник. И так как был любовный треугольник, он получил по справедливости, лишившись вас, и остался одинок. Это хорошо. Так, интересно. Сейчас посмотрим на данный период времени, что он к вам чувствует. Ну, я вам скажу то, что, конечно, сексуально вы ему очень подходите. Есть желание проявиться, но я вам скажу одно, где-то он собирает информацию о вас. Информацию собирает. И очень на вас очень зол. При этом я вам скажу то, что он очень инфантильный и незрелая личность. Хотя он показывает себя отшельником, мудрым уже, но сам по факту еще нет. Не дорос он. Не дорос, и он считает то, что все несправедливо с ним обошлись, ему сердце разбили. Но, конечно, ну вот я вам скажу то, что он себя вел, конечно, как дурачок. Как дурачок, соответственно, безответственность была с его стороны по отношению к вам. Возможно, еще то, что если у вас есть общие дети,
то, конечно, хотел бы увидеться, следить вообще. Хорошо. Интересно, какая вы в его глазах в нынешнее время? Я перевертыш не смотрю, только прямолинейные карты. Ну, вы в его глазах женщина, я вам скажу, посмотрите. Вы самая главная женщина в его жизни. Скорее всего, вы супруга. Если даже не являетесь супругой, это та женщина, ну, с которой, может, вы хотели совместно что-то создать, такое что-то серьезное. И он видит то, что вы семейная женщина, стабильная, самодостаточная. Помимо этого, то, что у вас есть сейчас нынешние трудности, и вы уже набились шишек, опыта у вас хватает, и вы его остерегаетесь. Вот это он с вас считывает на данный период времени. Вот. Как он, интересно, к вам относится? Давайте посмотрим его отношение к вам. Ну, я вам сразу скажу, то, что этот ваш молодой человек, да, то, что если у вас есть дети, например, да, то он бы хотел бы либо помочь, либо у вас попросить помощи. Но себя позиционирует как вот победитель, то, что у него все отлично. Самое главное, чтобы вы его таким видели, чтобы он в ваших глазах оставался таким мужчиной. Но на самом деле он очень двуличный, такой вот товарищ, не знает сам, чего хочет. Также я вам скажу, ну да, здесь эгоизм зашкаливает. И он хочет, чтобы вы к нему относились так, чтобы вы, например, да, если вы с ним, например, разошлись, и в данный период времени это может быть о том говорить то, что у него сейчас находится то, что две женщины, да, и он хочет вас втянуть в треугольник, помимо этого быть самым главным, ведущим этих отношений. При этом может у вас просить помощи. Понимаете, то хочу, то не хочу, вот так вот играть отношениями. Итак, давайте посмотрим. Так, еще помимо этого. Здесь я вам скажу то, что мужчина, конечно, оплакивает эти отношения. Конечно, он может по ночам не спать, очень поздно ложиться спать. Ну, в конце концов, я вам скажу то, что мы же смотрели, то, что вы посмотрите. Видите, вот мешая карты, они выпадают. Он на вас очень сильно зол, очень сильно зол. Но он идет у вас как кармический партнер. Помимо этого, он ваш учитель. Он учитель, конечно. Так как я смотрю, он, возможно, еще и вам сердце разбил. Извините, что прервалось. Так, что происходит в ваших отношениях? У нас вот такие вот будут мини-расклады. Короткие и ясные. Так, что происходит в ваших отношениях? Интересно. Что происходит в ваших отношениях? Но мужчина, я вам скажу. Мужчина на самом деле, да, он хочет казаться в ваших глазах вот таким вот постоянным. Этот мужчина такой вот безэмоциональный. Вот как я сказала, извините, пожалуйста, все, память прерывается. Но посмотрите опять на срезе, он не остается. Все равно вы остаетесь у меня главной женщиной. Ну, что происходит в ваших отношениях? То, что ваши отношения, все, каждый здесь очень опечален. Он очень расстроен, то, что потерял такую, как вы, самодостаточную женщину, которая все равно, вы хоть и одна, посмотрите, вокруг вас, у вас и денежки, и птицы, и этот сад, и он вас видит очень самодостаточную, да, вы одинокая. Да, но что у вас происходит? Да, у вас на данный период времени кризис. Но он себя считает таким мужчиной, который не пойдет навстречу.
Здесь первая должна проявляться женщина. Извините, память прерывается, поэтому я вам скажу то, что он оставляет все бразды правления только женщине. Соответственно. Но это еще раз подтверждает то, что вы та единственная, неповторимая, главная женщина. Благодарю то, что смотрели мой расклад. Надеюсь на вашу подписку, на ваши лайки. Очень было приятно. Вот такие вот мини-расклады. Я надеюсь, вам понравятся. Благодарю вас за просмотры и желаю вам всего самого-самого наилучшего. Благодарю.